Друзья, всем привет! Ну что, сегодня мы по шагам с вами научим отвечать ИИ-агента за деньги. Классический кейс: у вас есть какая-то база знаний, и вы хотите, чтобы пользователи могли к ней обращаться через агента, и он отвечал бы им только в том случае, если у пользователя есть активная подписка. А если активной подписки нет, то, соответственно, ответа не произойдет. Каким образом это работает в самом классическом кейсе? У вас есть ваша база знаний, допустим, вы психотерапевт, и у вас есть какие-то системы вопросов и ответов, которые точно помогают клиентам. Вы хотите, чтобы каждый раз не вы отвечали на вопросы клиентов, а мог отвечать на них ваш агент, но за деньги. Каждый раз, когда пользователь приходит к вашему боту, мы организуем такое понятие, как paywall, стена оплаты. Бот проверяет ваш статус, и если он, например, не активен, не оплачен, то он посылает вас в платежную систему для того, чтобы вы совершили платеж. Как только платеж совершен, мы принимаем обратно данные подтверждения об этом платеже и открываем агента для пользователя, который только что платил свой доступ. Таким образом, если статус активен, мы проходим мимо Paywall и общаемся с нашим агентом, а агент уже коммуницирует с любой базой данных. Если же доступ не оплачен, мы прерываем его на середине пути и отправляем на оплату. Нам сегодня для работы понадобится автоматизатор агентов. Возьмем Envoy-CMN, присоединим его к Telegram, и понадобится какая-то платежная система. Вы должны понимать, что платежных систем огромная масса. Вы можете выбирать свои, которые работают по каким-то своим правилам. Я сделал легкий ресерч и увидел, что одна из самых легких в интеграции — это UCassa, поэтому сегодня мы подключим ее. Но вы должны понимать, что это всего лишь технологическое решение, а принципы работы отличаться будут совсем незначительно. Ну что, погнали строить нашего агента. Так, но прежде чем мы погнали строить агента, обязательно подпишись, оставь комментарий вот прямо сейчас. Поставь лайк этому видео. Автоматизация, которую мы сейчас построим, будет абсолютно бесплатно лежать в моем телеграм-канале. А усложненные версии всех автоматизаций, включая эту, всегда находятся в моем про-канале. Тоже ссылка в описании, обязательно его проверь. К концу видео автоматизация будет выглядеть вот таким красивым образом. Мы научимся проверять статусы, делать развилки, понимать, пользователь оплачен либо не оплачен, научимся формировать ссылки для оплаты и, соответственно, коммуницировать через агента, если доступ оплачен. И также мы еще научимся обрабатывать успешные платежи от сторонних систем, в данном случае от UCassa. Будет очень круто. Мы в этом видео будем делать все серьезно, будем все хранить в базе, поэтому прыгаем в нашу Supabase. Supabase, я надеюсь, вы уже устанавливали. Мы почти в каждом видео устанавливаем. Посмотрите, например, вот в этом видео, как это делается. Как только вы ее установили себе или взяли облачную версию, вы попадаете вот в очень похожий интерфейс. Первое, что вам нужно сделать, это создать новую таблицу. Нажимайте здесь кнопку «Новая таблица» и попадаете в мастер создания таблицы. Какие нам понадобятся столбцы? Я себе только что сделал таблицу, которая называется UusersDemo. Здесь есть несколько краеугольных вещей. Столбец ID у вас всегда будет по умолчанию в каждой новой таблице. Вам нужно будет создать столбец UserID, выбрать ему тип int8, и обязательно проставить флажок primary. Это значит, что это поле будет уникальным, и мы сможем по нему сделать в будущем операции сопоставления и апдейта. Created add будет у вас по умолчанию. Я здесь сразу сделал систему для усложненной версии, которая вам, возможно, не понадобится. Поэтому я вас попрошу сделать один столбец помимо этого. Это статус с типом текст. Как это делается? Вы в самом низу нажимаете Add Column, вводите название статус, здесь выбираете текст и нажимаете Save. После этого ваш столбец создастся. И у вас в конце будет очень похожая схема, где будет ID, первичный столбец, User, первичный столбец, Created это автоматический, и будет статус. Остальные столбцы создавайте на свой вкус и цвет. Если вы хотите что-то еще дополнительно сохранять от пользователя, добавьте еще, наверное, amount с типом int8, чтобы сохранить, например, сумму, которую человек вам только что оплатил. Вот у нас будет такая структура из нескольких столбцов. После этого мы уже готовы строить автоматизацию. Итак, добавляем Telegram триггер через плюсик, да, вводим Telegram, и здесь у нас должен быть триггер onMessage. Выбрали, добавили. Дальше мы добавляем Postgres ноду. Соответственно, мы понимаем, да, что у нас Supabase работает на основе Postgres. Соответственно, мы можем работать через эту ноду с Supabase. Как это делается? Здесь находим Postgres. Здесь выбираем Select Rows from the Table. Добавляем креды. Опять же, как добавляются креды для Postgres ноды, также посмотрите в этом видео про Supabase, это просто делается. Как только вы добавите правильные креды, у вас здесь будет, во-первых, выбор схемы, да, и здесь у вас уже будет выбор таблиц, которые есть в вашей базе данных. Здесь выбираете From List, выбираете название вашей таблицы, которую только что создали, и здесь у вас будет кнопка Add Condition, то есть это добавить условия для выбора как раз столбцов. Нас интересует такой condition. Мы хотим по столбцу UserID. Помните, мы его выбирали как первичный. Вот он у нас здесь будет, да? И он у нас должен равняться некоторому айдишнику, который к нам прилетает из Телеграма. Каким образом это работает? Давайте пробовать. Запускаем Workflow и говорим здесь, например, «Привет».
Так, отлично. Смотрите, Telegram нам вернул ID того, кто написал, и, соответственно, если мы этот ID-шник подставим вот сюда, то база нам вернет запись, которая соответствует именно этому ID-шнику. Отлично. Но так как у нас еще нету никаких записей, понятно, что ответ пустой. Теперь добавим еще одну ноду, которая называется Edit Fields, накидываем ее, и здесь зафиксируем всю нашу информацию, которой мы будем пользоваться в этой автоматизации. Например, давайте мы еще раз исполним, напишем опять «Привет». И посмотрим, что мы сюда можем прокинуть. Мы сюда можем прямо из Telegram триггера прокинуть сам message текст. Да, давайте это сделаем. Давайте прокинем user ID, потому что это прямо краеугольная штука. И смотрите, здесь прокинем такую штуку. Так как мы в нашей базе создали столбец, который называется статус, вот он. Это значит, что предыдущая нода checkStatus нам вернет, вообще говоря, статус. И давайте пропишем вот такой вот expression. Если статус есть, то мы хотим его сохранить в этой ноде allTheData. А если статуса нет, то мы хотим сохранить none. И сюда еще пропишем, например, сумму, которую мы хотим брать как компенсацию за доступ к нашему боту. Ну, пускай будет 100 рублей. И выполним эту ноду. И смотрите, теперь у нас на выходе остается совсем простой JSON. Да? Есть message text, привет, есть user ID, это ID того человека, который нам написал. Статус, так как там еще нету, да, в базе нету, значит, мы прокинули none. И, в принципе, вот прокинули количество в рублях, да, которое мы хотим чарджить с наших пользователей. Так, добавляем еще switcher, так как мы это делаем, прямо ищем ноду switch. И здесь прописываем вот такое правило. Так как мы уже сохранили в allTheData message text, да, он нам понадобится. Если message text будет /sub, мы будем пользоваться такой командой, чтобы сформировать ссылку для оплаты. Тогда мы пойдем по ветке, которая называется sub. И здесь обязательно нажмите Options. Здесь у вас будет пункт Fallback Output. И здесь выберите Extra Output. Это что значит? Это значит, что если свитчер встречает условие, тогда идет по этому условию. Если не встречает никакого условия, да, тогда он идет по фоллбеку. Это очень полезно как раз, чтобы отрабатывать все кейсы, когда это не команда sub. Давайте сразу выполним. Так, мы видим, что это fallback, потому что сама команда, вернее сам текст это привет, да, а не sub. Давайте организуем проверку пользователя, да, то есть добавим ноду if. И здесь пропишем вот такую историю, да, JSON статус, это как раз тот самый статус, который мы забрали из базы. И проверяем, он active либо не active, да? Active — это значит, что оплачено что-то. Если active, тогда мы хотим вернуть true, если не active, мы вернем false. Так как сейчас JSON статус none, да, это вернулось к нам из ноды, соответственно, мы пойдем по false branch. И здесь добавим сразу последовательность нод. Что мы хотим сделать? Если пользователь не активирован, да, то есть он ничего не оплачивал, мы, во-первых, хотим ему это сказать. Как мы настраиваем эту ноду? Мы добавляем ноду send text message из Телеграма. Кому шлем? Ну, тому же человеку, да, то есть у нас user ID уже сохранен, соответственно, мы шлем ему обратно. И пишем такой текст. У тебя нет активной подписки, нажми sub и погнали. Telegram сам распарсит такую конструкцию, как слэш и какое-то слово, и превратит его в команду. Это значит, что очень удобно, можно будет на нее нажимать. Но это еще не все, потому что человек сначала нажимает старт, да, а потом уже развивается какая-то коммуникация. Соответственно, любой человек, который с нами в первый раз прокоммуницировал, идет по ветке false, потому что у него точно нету никакой подписки, он в первый раз с нами коммуницирует. Поэтому мы добавляем ноду if, и если статус known, а мы знаем, что мы сами позаботились о том, что если нету никакого активного статуса, то нам вернется none, и мы в этот момент добавляем еще одну ноду Postgres с теми же самыми параметрами, но заполняем все, что мы хотим заполнить. Например, мы хотим сохранить user ID, да, уникальное поле. Если вам что-то еще нужно, тоже сохраняйте. Вот нам в этом видео не понадобится даже там username, но главное, мы еще хотим добавить статус contacted. То есть первый контакт произошел. Делаем такое и пробуем тогда исполнять. Вот эта нода. Смотрите, у тебя нет активной подписки, жми SAP и погнали. То есть нам уже вернулся ответ. Потом проверяем на статус. Да, статус у нас none. То есть идем по ветке true и выполняем запись в нашу базу данных. Но больше всего нас интересует, что тут есть конкретно user ID и есть статус contacted. Это отлично. Возвращаемся обратно в нашу автоматизацию. И теперь у нас такая развилка. Мы человеку предложили подписаться, нажав на кнопку sub, вернее на команду sub. Нам теперь нужно отработать нажатие на эту команду. Мы с вами уже заблаговременно позаботились о том, что у нас switch распределяет как раз наши команды. Да? Если это sub, то он пойдет по ветке sub. Если нет, то это extra output. Давайте добавим обработчик на ветку sub. Какой обработчик нам нужен? Ну, конечно же, мы на кнопку SAP хотим сформировать ссылку для оплаты, чтобы человек смог оплатить коммуникацию с нашим ботом.
Что мы для этого делаем? Так как я уже сказал, что мы будем пользоваться UCAS, что нам нужно? Мы забиваем в поисковике ucasa.ru и здесь нажимаем «Создать новый кабинет». Что нужно понимать? Чтобы вы смогли принимать платежи, у вас должен быть какой-то, скажем так, юридический статус. Вы должны быть либо самозанятыми, либо ИП, либо юрлицом. Как физик вы не можете с помощью ЮКАСа принимать платежи. Возможно, какие-то сервисы дают такую возможность, но это такая сомнительная зона, потому что тут встает вопрос с налогами и прочим-прочим. Самозанятость, если вам реально нужно принимать платежи, делается, наверное, минут за 10. Соответственно, делайте себе самозанятость, нажимаете здесь «Создать новый аккаунт», и вас там спросят, какой у вас ИНН, и создадут вам аккаунт на ЮКАСе. Как только вы создаете себе аккаунт, вы попадаете вот на такой дашборд, где у вас очень минималистичный интерфейс. Здесь у вас слева будет выбор ваш боевой магазин, либо ваш тестовый магазин. Обязательно переходите сначала в тестовый магазин, вот я сейчас в нем, потому что там можно проводить платежи без фактического их проведения и тестировать нашу функциональность. Здесь нас больше всего интересует вкладка «Ключи API». Вы сюда нажмете, и у вас там уже будет сформированный ваш API-ключ, забираете его. И вторая вкладка — это HTTP-уведомления. Это как раз страница, где можно настроить, на какой URL мы ловим веб-хуки, которые будут нам говорить об успешной оплате нашего заказа. Ну, давайте сначала настроим создание платежа, да, потом уже каким образом мы его будем ловить. Смотрите, вот здесь у вас API-ключ, вы его забрали, а здесь у вас Shop ID, да, вот этот. Вы его тоже забрали и возвращаетесь обратно в N8N. Мы здесь добавляем HTTP-ноду, и здесь нужно будет довольно много всего прописать. Опять же, вы прямо, если заберете у меня из Telegram-канала вот эту автоматизацию, там будет уже все прописано, кроме API-ключей, конечно же. Но вся суть, вы сможете ее повторить. Смотрите, мы отправляем пост-запрос, да, вот на этот URL, на payments от UCAS. Здесь аутентификации, да, вам нужно выбрать Generic Credential Type. В следующем поле надо будет выбрать базовую аутентификацию, Basic Auth. И здесь нужно будет нажать новые credentials и здесь ввести user и password. User — это ваш Shop ID, помните, вы его забрали, да? А password — это ваш API-ключ. Вы его сюда ввели, нажали Save, и, соответственно, у вас этот хедер будет прокидываться в каждый ваш HTTP-запрос, который вы будете слать из N8N с этим хедером. Так, дальше в хедере должен быть уникальный ключ, вот он так называется, я даже его не выговорю. Здесь у меня рандомная функция, которая от текущего времени создает некоторый хэш, просто ее тоже себе заберите, это значит, что значение будет всегда уникальным. Так, и дальше само тело запроса. Здесь сначала, да, идет amount, соответственно, мы хотим прокинуть количество денег, которые мы берем, потом валюта, потом confirmation, куда будет организован переход после оплаты. Description — это само описание заказа, да, введите здесь, за что вы берете деньги. И последняя мега важная штука — это метаданные. То есть API UCAS позволяет нам прокинуть в метаданные любую информацию, которая нам нужна. Это значит, что при успешной либо неуспешной оплате нам вернется какой-то веб-хук, и там уже будут те же самые метаданные. Соответственно, мы можем понять, кто именно оплачивал. Сюда я предлагаю засунуть user ID и прокинуть как раз тот самый user ID, который нам написал. Так, ну что, давайте пробовать. Сохраняем. И давайте прокинем, давайте запустим flow и нажмем SAP. По идее, у нас должен прокинуться сюда и уже сформировать нам платеж. Так, что у нас... Ох, смотрите, все зелененькое. Смотрим, что у нас вернуло ЮКАСа. Смотрите, все прошло. Он сказал, я сформировал вам счет на оплату, да, у него статус pending. Счет будет на 100 рублей. И дальше confirmation URL — это тот самый URL, при переходе на который человек попадет на страницу оплаты. И дальше, обратите внимание, метаданные, да, то есть user ID прокинулся прям куда нужно. Дальше нам осталось только добавить специальную ноду, чтобы мы предоставили URL для оплаты нашему клиенту. Добавляем Telegram-ноду, здесь пишем «Твоя ссылка для оплаты», а дальше добавляем такую историю. Здесь в reply markup нам нужно добавить inline keyboard, текст и дальше URL. Да? Текст, например, скажем «Оплатить», а URL, как раз у нас же UCAS уже вернула наш URL, соответственно, мы засовываем в эту кнопку «Оплатить». Таким образом, в ответном сообщении у нас появится кнопка. Давайте пробовать. Так, отлично. И смотрите, у нас вернулось красивое сообщение, написано «Твоя ссылка для оплаты» и сама кнопка «Оплатить». Давайте нажмем на эту кнопку, посмотрим, что произойдет. Да, хотим открыть.
Смотрите, у нас Юкаса нам рисует очень красивый экран оплаты, да, где есть разные способы оплаты. Например, здесь есть Ю-кошелек, новая карта. Здесь масса тестовых возможностей, да, то есть реальный платеж проводиться не будет. Но смотрите, если вы используете метод новая карта, то Юкаса даже предоставляет вам набор тестовых номеров карт. То есть вы можете прямо забрать вот этот номер, ввести его вот сюда, и у вас пройдет реально тестовый платеж, и ваша система Юкаса ответит вам, как будто бы платеж совершился. Это очень удобно для тестирования. Если вам неохота морочиться с данными карточками, да, нажимаете кошелек, он прокинется просто так. Но большой вопрос. Вот сейчас мы нажмем «Оплатить», а что дальше, да? Каким образом? То есть в Юкасе это мы будем знать, что платеж прошел, но нам-то нужно получить это оповещение в N8N. Сейчас мы как раз это сделаем. Давайте вернемся в наш N8N, добавим такую ноду, как webhook, да, добавили webhook. И здесь, допустим, напишем Юкаса. Это значит, что у нас наш N8N сформирует URL, на который мы можем принимать, вообще говоря, любые ответы, да, любые пост-запросы. Единственное, поменяем давайте на пост. И получается, вот этот webhook готов слушать любой запрос, который мы пошлем вот на этот URL. Это значит, что мы можем забрать вот этот URL, вернуться в нашу Юкасу, в админку, да, здесь нажать HTTP уведомление, здесь нажать изменить настройки, и вот здесь вставить вот именно тот URL, который мы получили из веб-хука. Обязательно отметьте все галочки, нажмите «Сохранить». Так, что-то пока получается. Давайте уже сразу, знаете, как попробуем? Давайте нажмем «Отслушивать события». И здесь, получается, нажмем «Заплатить». И по идее, если настройки все верны, то мы уже в N8N получим оповещение об удачном платеже. Заплатить. В течение буквально секунды нам уже прилетает от Юкасы некоторое оповещение. Самое главное, на что мы хотим ориентироваться, на event, да, это payment succeeded. Это именно то, что мы ждем, что платеж был успешный. Нам также еще прилетает value, да, то есть сколько человек заплатил. Это как раз то, что мы просили. Income amount, Юкаса берет свои комиссии, соответственно, вот платеж за вычетом комиссии. И дальше в самом низу, опять же, наши метаданные. То есть вы уже, наверное, улавливаете связь, да, мы задали метаданные, когда настраивали этот платеж, и когда платеж совершился, эти же данные вернулись нам обратно. И таким образом у нас всегда есть трекшн того, кто, что, когда заплатил. Давайте добавим еще один свитчер. И мы хотим завязаться, то, чтобы как раз event у нас был payment succeeded, да, чтобы не получилось так, что нам придет, например, payment cancel, там мы отработаем это как обычный веб-хук. Мы сразу себе устанавливаем правило, только если payment succeeded, мы идем дальше. И дальше нам понадобится еще одна Postgres нода. Здесь нам нужно сделать все то же самое. Мы здесь общаемся с той же самой табличкой usersDemo, но здесь мы добавляем операцию insert or update. Именно из-за того, что мы сделали user ID primary key, он здесь будет доступен для выбора. Если вы этого не сделали, здесь будет только ID, первичный, да, ключ. Соответственно, обязательно сделайте в базе первичным ключом user ID. Это значит, что по нему будет искаться сопоставление. И что мы делаем дальше? Если мы получаем такой веб-хук, мы идем в ту же самую базу, ищем этого юзера, который по факту инициировал платеж, даем ему статус active и прокидываем amount, потому что он у нас уже как раз вернулся из нашего веб-хука. Соответственно, вот наши 100 рублей, вот наш ID, да, то есть мы, по идее, должны сейчас, выполнив ноду, найдем этот ID и добавим ему статус active. Давайте пробуем. Идем обратно. Смотрите, был contacted, стал active. Это что значит? Вот у нас уже круг замыкается, да, человек заплатил, мы отследили платеж, мы его схватили обратно, и мы поменяли ему статус на active. Ну и дальше правило хорошего тона, да, мы хотим дать какое-нибудь оповещение человеку, что теперь я готов отвечать на твои вопросы. То есть ровно после того, как человек все оплатил, получил статус active, мы ему ответим, давайте пробовать, выполняем. Теперь я готов отвечать на твои вопросы. И теперь у нас осталась последняя вилка. Так как мы заблаговременно уже обо всем позаботились, каждый раз, когда человек пишет, мы сначала проверим его статус, и дальше, если это какой-то вопрос, да, то есть не команда SAP, мы проверяем наш статус на if active, да, если он активен. И теперь, так как он активен, нам нужно уже добавить ноду, которая начнет пользователю отвечать на его вопросы. Я добавлю вот такую стандартную конструкцию, да, то есть это агент, который обращается в какую-то нейронку. Опять же, нейронку вы выберете сами, да, Simple Memory прямо от N8N. И здесь, как мы уже в самом начале говорили, вы можете через тул подключить вашу векторную базу данных, чтобы агент отвечал на основе вашей информации и ваших компетенций. Мы добавляли уже Vector Store массу раз в тех же самых видео про Supabase. Обязательно все добавляйте. Это значит, что любой вопрос, который нам прилетает через Telegram, обрабатывается агентом, отвечается на основе нашей информации, и дальше мы формируем ответ,
Сюда мы прокидываем JSON output, потому что именно в этом поле приходит ответ от нейронки, и в принципе будет ответ. Ну что, давайте протестируем. Я даже специально вот сейчас возьму, удалю эту запись, чтобы прямо с нуля протестировать, и делаем гранд-тест. Запускаем эту ноду, возвращаемся сюда и говорим «Привет». Отлично, он говорит, что активной подписки нету, но при этом уже сохранил нас в свою базу данных. То есть пока идет все как надо. Вот мы сюда попали. Дальше запускаемся, и он говорит «Подписывайся». Я говорю «Сап», и мне прилетает моя ссылка для оплаты. Переходим сюда. Давайте запустим веб-хук, чтобы он у нас тоже уже слушал. И говорим «Заплатить». Переходим обратно, ждем, что у нас произойдет с этой коммуникацией. Смотрите, пролетело все сразу. Смотрите, мы получили веб-хук и пошли в базу. Прокинули вот этому user ID, который только что нам написал, статус active, и статус amount. И при этом еще сказали, теперь я готов отвечать на твои вопросы. И теперь, если я спрошу какой-то вопрос, назови столицу ЮАР, что произойдет? Произойдет некоторое ожидание. ЮАР имеет 3 столицы: Притория, Кейптаун, Блумфонтейн. Мы настроили нашего бота так, чтобы он сначала организовал paywall, принимал платежи, после платежей начинал спокойно отвечать. Обязательно пробуйте эту автоматизацию. Я прямо сейчас ее отсюда забираю, сохраняю файл, кладу в свой бесплатный телеграм-канал, прямо оттуда ее забираете. Если вам нужна сложная автоматизация, например, с рекуррентными платежами, чтобы бот каждый месяц списывал деньги, это посложнее, но намного более интереснее. И вообще, если вы хотите развиваться в сфере ИИ, в сфере автоматизации, и вам нужны про-знания про это, обязательно посмотрите нашу про-группу. Там масса материалов, технически сложных, но очень интересных, подробно разобранных, такие, что вы прямо сможете выйти на новый уровень в ИИ довольно быстро. А на этом сегодня все. Хорошего дня.